Don't stop. Всем огромнейший привет! Сегодня в своем блоге на Обустроено.com я предлагаю видео-мастер-класс о том, как создать большую шляпную коробку с букетом цветов. Цветы у нас будут не совсем ростовые, хотя диаметр коробки будет полметра и высота 1 метр. Цветы, ввиду того, что нам нужно будет собрать целый букет, будут размером 25-28 сантиметров. То есть это что-то средненькое между натуральным размером и нашими ростовыми цветами. Я покажу вам несколько вариантов, а вы уже выберите те цветы, которые вам по душе, и будете либо их комбинировать, либо создадите букет, например, только из одних роз или только из одних пионов. Я буду комбинировать гофрированную бумагу с 3-миллиметровым изолоном. И сегодня мы начинаем с роз. Гофрированная бумага итальянской фирмы Росси плотностью 180, отматываем 1 метр. И разделяем на 3 равные полосы. Теперь полоску складываем так, чтобы у нас получилось 12 отдельных кусочков. Раз, два, три и 4. Складываем. Берем вторую полосу и разрезаем ее точно так же. Так, следующую полоску складываем. Раз, два, три. Эти лепестки будут шире. Так, теперь придаем им форму. Для этого берем лепесточек и срезаем в нем уголки. Только так, чтобы лепесток был круглый, а не квадратный. Вот таким он должен быть. Лепестки мы уже вырезали. Теперь смотрите, что мы будем делать. Берем 3 лепесточка первых и растягиваем в середине. А в нижней части скрепляем степлером. Теперь берем трубочку из картона, так, чтобы она беспрепятственно у нас надевалась на трубу 16 мм. Труба 16 мм металлопластиковая будет у нас стебельком нашего цветка. Вот так вот у нас должна надеваться наше основание наше для бутончика. Теперь берем туалетную бумагу, бумажное полотенце, все что угодно. И вклеиваем наш бутончик. Он должен быть вот таким небольшим. И теперь начинаем приклеивать лепесточки. Выглядеть это будет все вот так. Бутон готов. Теперь берем следующие 5 лепестков
Растягиваем их в середине и выворачиваем один край. И приклеиваем к нашему бутону. Так, следующий ряд лепестков мы вытягиваем в середине, скрепляем степлером внизу и выворачиваем с одной стороны. И аналогично мы будем наклеивать все наши лепесточки, те, которые узкие. Теперь в верхней части обматываем скотчем, вот здесь, и расправляем наши лепесточки, то есть мы их растягиваем, и где у нас оно тут выворачивается, то есть то, что немножечко примялось, теперь придаем ему божескую форму. Так, следующий ряд лепестков мы растягиваем в середине, соединяем в центре и растягиваем по кругу. Вот что у нас должно получиться. И приклеиваем к нашему цветку. Так, теперь переходим к чашелистику. Смотрите, если вы делаете букет из категории нежнятинка-нежнятинка, не берите темно-зеленый. Возьмите лучше вот такой вот салатовый цвет. Если вы делаете, например, красные розы, белые туда добавите, тогда можно взять темно-зеленый, будет смотреться достаточно красиво. У меня будет нежнятинка-нежнятинка, поэтому я взяла салатовый. Так, теперь измеряем высоту чаши листиков, чтобы они у нас закрывали вот это основание.
Так, теперь беремся за розу из изолона. Берем 3-миллиметровый изолон и вырезаем квадрат 30 на 30. Складываем его по диагонали и еще раз по диагонали. И отступаем теперь сантиметров 5. И вырезаем вот такую штуковину. Не самый удобный вариант резать, но это если без шаблона. И теперь собираем с помощью клеевого пистолета. Первый лепесток сворачиваем в конус, приклеиваем его. Так, теперь отрезаем квадрат 33 на 33. Складываем по диагонали, разрезаем. То есть у нас должно получиться 4 лепестка. Теперь обрезаем уголки. И теперь приклеиваем к серединке, немного отодвигаясь от центра. Приклеивать мы будем с помощью строительного фена. Следующие 4 лепестка будут у нас из квадрата 35 на 35. Так, придаем форму аналогично предыдущим лепесткам.
Можете сделать маленькую волну. Перед тем, как наклеить эти 4 лепестка, мы немного подвернем край. Вот так вот уголочки. И уже затем наклеим. Так, для следующего ряда увеличиваем наш квадрат еще на 2 сантиметра и вырезаем 5 лепесточков. И последний ряд еще плюс 2 сантиметра и таких 6 треугольничков. Аналогично предыдущим рядам, которые мы уже сделали, закругляем края.
можно успешно к розочке приделать чашелистик. Можете сделать его из изолона или из гофрированной бумаги. Тут уже смотрите, что вы хотите получить в итоге. Мы с вами сделали вот такие две чудесные розы. Одна из гофрированной бумаги, вторая из изолона, но это только начало. Еще все впереди.